Всем привет! Сегодня хотел бы поговорить о такой очень важной вещи, которая происходит. Это именно о том, как нас обманывают глобальные корпорации, которые продают нам оборудование для компьютеров, как нас обманывают люди, которые занимаются игровой индустрией. Это очень важная тема, потому что многие люди тратят на это очень большое количество денег, очень большое количество времени. Мы являемся фанатами в целом игровой индустрии. Мы являемся фанатами и компьютерных игр, и консольных игр. В общем, сейчас мы точно знаем то, что если у вас в розетке напряжение опережает ток, то любая компьютерная цифровая техника, мониторы и компьютеры, абсолютно все девайсы, они работают в рассинхронизации. То есть вы никогда с плохим электропитанием вашей сети не сможете получить хорошие картинки на экране. То есть, как это происходит? Условно говоря, любой человек может в этом убедиться, если у него есть какие-то проблемы с мониторами 140 Гц, 240 Гц, он видит постоянные разрывы своего изображения, он чувствует дискомфорт при игре, он может сходить в какой-нибудь компьютерный клуб, где этой проблемы нет, потому что есть компьютерные клубы, в которых также присутствует эта проблема. В компьютерный клуб с хорошими отзывами, какой-нибудь с хорошим электричеством, и он увидит, насколько там на намного менее производительном железе и на худших мониторах картинка выглядит целостнее, и игра именно предстает в том виде, в котором она задумывалась разработчиком. В чем проблема? Проблема в том, то, что все и разработчики игр, и разработчики, особенно железа, которые нам продают видеокарты, процессоры и тому подобные вещи, они нигде, абсолютно нигде и никогда не упоминают о том, то, что их оборудование может как-либо некачественно работать от электропитания, которое ими не предусмотрено. То есть они нигде не пишут о том, какое у вас должно быть, какая у вас должна быть сеть электропитания в доме. Они просто пишут стандарты по напряжению. Ну, напряжение, например, у меня подходит под мой блок питания, да, то есть, ну, у всех, думаю, в розетке в более-менее нормальных домах всегда будет 220-230 вольт. Но почему-то, включая свой компьютер в очередной раз, вы видите совершенно не ту картинку, которую вы видите у тех же стримеров, картинку не ту, которую вы видите в компьютерных клубах крупных своего города. То есть и одновременно с этим разработчики железа вводят понятие искусственного софтового input лага о том, то, что вот смотри, у тебя лагает, например, на 950 GTX или там на 1050, на 1070, на 2070 у тебя лагает, ну ты купи посильнее видеокарту. Это абсолютно полный маркетинговый ход, потому что а, раньше в киберспорте не было никаких режимов низкой задержки на видеокартах, никакой не было низкой задержки на мониторах. Было просто обычное железо, которое работало корректно. Как только люди во всем мире начали замечать какие-либо отставания, какие-либо несглаживания картинки, крупные разработчики железа вместо того, чтобы разобраться в этой проблеме и помочь людям ее решить, они решили заработать на этом. То есть они никак не стали усовершенствовать свое электропитание компьютеров, то есть блоки питания менять как-либо. Они начали вводить понятие низкой задержки на видеокарте, то есть вот NVIDIA Latency и тому подобные вещи. Эти вещи абсолютно никак не помогают с этой проблемой, потому что с некачественным электропитанием, а именно отставанием тока от напряжения в вашей сети, компьютер просто в целом работает некорректно. Блок питания подает питание, да, извините за эту оговорку, некачественно и некорректно на ваш компьютер.
И нам никто этого не объясняет. Нас никто не слышит абсолютно. Нам также продают железо в магазинах, в таких как DNS и тому подобных вещах, то есть Computer Universe. Нам впаривают это, нигде не указано никаких предупреждений о том, что железо может работать некорректно. Я не знаю, как может разработчик того же самого процессора или видеокарты не знать, что его продукт работает по-разному от разного вида электросети, от разного питания в электросети. То есть я уверен, что они все это знают. Но поскольку это маркетинг, они хотят продать компьютеры большему количеству игроков и большему количеству людей. Мониторы то же самое, то есть они продают мониторы 240, но я думаю, что они понимают то, что если у вас некачественное электропитание, монитор не будет давать эту гладкую и красивую картинку, как у них на презентациях. Это то же самое, что в России бы продавались машины, на которых не производят бензин, условно говоря, да, какой-нибудь там Е95, его бы просто не было в России, но в России продавались бы эти машины, вы заправляли бы каким-нибудь 92-м бензином, машина бы у вас просто ехала первые там недели две нормально, а потом бы начинала глохнуть. И никто бы вам этого не объяснял. То есть в документации любого автомобиля есть параметры того, чем его заправлять, какое масло для него нужно и тому подобные вещи. В документации же компьютеров, в документации мониторов абсолютно нет такой важной вещи, как электропитание. Сейчас я точно понимаю, что если бы кто-то мне сказал лет 8 назад, что вся киберспортивная составляющая зависит не только от того, какие девайсы ты купишь и какое железо у тебя, а еще и от электропитания, потому что это напрямую влияет на твой опыт игры, на гладкость твоей картинки, на отклик твоей системы, то я бы никогда не начал играть в игры, я бы никогда не стал тратить столько своего времени. И думаю, большинство людей тоже, потому что это создает совершенно неравную и совершенно мерзкую систему, которая говорит тебе о том, что покупка девайсов никак тебя не обезопасивает от того, что ты будешь не получать удовольствие от игры, то есть ты будешь страдать, условно говоря, в игре, потому что той картинки, которую ты видишь у стримеров, ты никогда не сможешь добиться. Я призываю всех людей задуматься над этой проблемой, потому что если вы не видите настолько классные картинки на вашем железе, которое достаточно мощное, вам нужно понять, что люди с качественной электросетью в том же Counter-Strike видят супер классную картинку даже на 60 FPS, даже на видеокартах 710, там 750, на процессорах третьего там i3 там пятого поколения они видят более гладкую картинку, чем вы на своем топовом железе. Проблема то, что в электросети есть вот это отставание от тока от напряжения, состоит в том, что какое бы мощное железо вы не покупали, насколько бы мощные мониторы вы не использовали, ваш компьютер всегда будет работать примерно на производительности i3 и на примерно там 90 герцах. В этом самый прикол. Да, у вас будет больше попугаев в бенчмарках, там будет какая-то типа сумасшедшая производительность, но никогда никакой гладкости, никакого объема звука, никаких супер эффектов на мониторе вы не увидите, потому что это все будет съедаться просто банальным некачественным электропитанием вашего дома. И я не хочу сказать то, что там разработчики железа полностью в этом виноваты. Нет, конечно, в этом виноваты и мы сами, то, что наша система энергосбыта вообще в целом в стране и во многих странах мира, она налажена таким образом, что никто не следит за качеством электросети. Но у меня возникает очень логичный вопрос, почему магазины, крупные ритейлеры продают в свободном доступе настолько, как мы понимаем, чувствительные приборы,
и не прилагая к ним никаких инструкций по качеству этого электропитания. Даже те же самые телефоны. Я вам просто хочу сказать то, что если у вас ток отстает от напряжения, как мы сейчас это понимаем, даже телефоны в вашем доме от зарядки, во-первых, зарядка будет гораздо быстрее сажаться, во-вторых, телефон будет очень сильно греться, в-третьих, он даже те же самые айфоны, на них не будет той самой плавной анимации, которую нам показывают на презентациях. Это уже факт. И меня действительно беспокоит этот вопрос этого глобального лицемерия, когда какие-то дурачки на киберспортсменах, совершенно не разбирающиеся в теме, утверждают многим людям в мире, что им нужно тренироваться, что они там недостаточно скилловые. Запомните, если вы просто родились в месте, которое подходит для вас и для вашего компьютера, и смогли там добиться каких-то успехов, это не значит, что другие люди родились вместе с качественной электросетью, с хорошим интернетом и тому подобными вещами. И вам должно быть стыдно за эти слова, потому что ваши слова и ваш успех в целом это не успех вас как отдельной личности. Вы лучшие не среди 300, там, 90 тысяч игроков Counter-Strike. Вы лучшие только среди того процента, которые родились в идеальных условиях. И ваш успех можно делить сразу же на 5, на 6, потому что среди игроков, играющих в Counter-Strike, как я сейчас считаю, что примерно 80% играют с этой проблемой, просто ее не замечают, потому что нигде об этом не говорят. А если о проблеме не говорят, ее же не должно существовать. И только такие активные люди, как наше комьюнити, поднимают этот вопрос уже много лет. И нас никто не хочет слышать. А производители железа, они либо не замечают нас, что скорее всего, и самый худший вариант, что они просто не хотят говорить об этом для того, чтобы продавать юным игрокам побольше железа. Сначала игрок покупает дешевое железо, у него все лагает. Он думает, что это из-за него. Он покупает более дорогое, тем самым обеспечивая продавцов и магазины выручкой. Потом он покупает подороже, он покупает, что он думает, что у него все равно лагает из-за железа, он покупает еще мощнее. В итоге игроки с этой проблемой сидят на процессорах предпоследнего поколения, на топовых видеокартах, и в игре 2012 года у них происходят микрофризы, отставание картинки. Это именно из электросети. Также я считаю то, что глобальные корпорации раздули вот этот тот самый прикол с настройками винды, то что у киберспортсменов какие-то особые настройки винды. Ребята, я покупал у людей настройки оптимизации системы, у лучших людей в своем деле в нашем комьюнити по Counter-Strike, вообще в шутерах. Поверьте, ничего не помогает абсолютно. Картинка как зажевывается, так и зажевывалась. Да, бенчмарки качественные, но все остальное, ребят, поверьте мне, нет. Потому что таких игр, как шутеры, нужна хирургическая точность. И понятно, что мы не можем ее получить, если с питанием компьютера, а питание, по сути, компьютера, это и есть его кровь, на которой он работает. Оно некачественное. И такие балаболы старой закалки, которые привыкли там грешить всю жизнь на настройки винды, очень сильно портят наше комьюнити. Если вы считаете, что у нашего комьюнити проблемы с виндой, и что мы настолько все долбоебы и тупые, что не можем настроить несколько галочек Windows, сделать быстродействие, даже условно включить тоже ASLC, выключить HPET там и тому подобные вещи, там настроить буфер подкачки, то я не знаю, как бы, ну, что у вас в голове. Поверьте, мы все эти твики знаем наизусть и получше вас. Мы вам самим оптимизируем винду так, как вы ее никогда не оптимизировали. И видеокарту вам подразгоним, и тайминги вам нормально сделаем на оперативку. Так что давайте вы не будете нам сейчас заливать о том, что это какие-то особенные настройки делают картинку киберспортсменов такой гладкой. Когда я смотрю на
условно говоря, настройку компьютера от Simple перед турниром, когда он заходит просто в NVIDIA, отключает галочку на мыши, и прописывает два параметра запуска, у него абсолютно чистая винда, и у него все работает идеально. И когда люди из нашего комьюнити, у которых проблемы с электросетью, заказывают реально жесткие настройки винды, покупают реально лучшее железо, разгоняют его на максимум, там что, блин, восьмиядерники работают на 5,2 ГГц, а оперативка по 4800, и он сидит и видит просто дикую синхронизацию своей системы. Давайте такие люди, как вы, не будут нам этого рассказывать. И я считаю, что нам сейчас серьезно нужно поднимать вопрос не о фиксе этой проблемы, а просто о том, чтобы больше игроков и больше людей в России знало об этом, чтобы они не покупали железо, чтобы родители не покупали компьютеры для игры своим детям. Именно если дети хотят там чего-то добиться, потому что это приведет их в дикий тильт, по неизвестным для них причинам. То есть, как человек думает, у него наступает тильт от того, что он не может никого убить, и он начинает искать проблему в себе. Если там идиоты в комментариях сейчас будут писать то, что человек сразу ищет там проблему в настройках, нет, поверьте, человек проходит несколько стадий. Он сначала отрицает, что у него что-то не так, он ищет проблемы в себе, он загоняется насчет этого, его друзья ему не верят, у которых все хорошо. Как обычно у нас в мире бывает, люди очень жестоки, и они хейтят его за то, что у него там не получается убить в дефолтной ситуации. Потом этот парень приходит в компьютерный клуб, где он видит просто идеальный отклик, идеальную картинку, он сидит, играет, и он сравнивает. Он приходит и говорит: ребят, у меня как бы такая проблема, у меня компьютер работает там в 10 раз хуже, чем в компьютерном клубе, где ничего не настроено, по сути, где просто хорошая там электросеть, но он об этом еще не знает. И вот друзья ему не верят, в итоге он становится на самом деле очень закрытым человеком, посылает всех нахуй, как это обычно бывает, и пытается разбираться с этой проблемой. И потом все равно, так или иначе, спустя как хорошо, да, для производителей железа. Спустя 10 материнок, 8 видеокарт, 7 процессоров, абсолютно всех твиков винды и всей этой канители с настройками, потому что такие псевдоэксперты, идиоты в интернете утверждают, что только в этом проблема. Человек сидит у себя за монитором и наблюдает просто дико рваную картинку на своем хорошем мониторе. Он поменял там уже 3 монитора, и он все равно видит эту рваную ужасную картинку. Он заходит в интернет, начинает общаться с нашим комьюнити, и потом дебилы, приверженцы того, что все из коробки должно работать нормально, если у тебя в сети 220 вольт, начинают писать в комментариях: настройте винду. Боже, дебил, я тебе говорю, я тебе компьютер соберу по характеристикам за те же деньги, которые ты собрал, в 3 раза лучше. И винду тебе настрою в 10 раз лучше. Так что вообще можно не рассказывать нам ни за какие твики, ни за какие вертикальные синхронизации, ни за G-Sync, абсолютно ни за что. Мы это за все знаем. Мы все за это все знаем. Это не в этом проблема. Мы приходим в места, где это нет, и видим, какая там картинка без настроек винды. Винда должна работать на дефолте. Ты должен выставить режим максимальной производительности, отключить галочку акселерации, сделать быстродействие системы, выставить там, может, буфер подкачки, все. Ну, может, полноэкранную оптимизацию в играх выключить, чтобы больше было, лучше был отклик. Все. Ты не должен сидеть в настройках, как задрот, по 10 часов и в итоге не получать никакого результата. То есть проблема не в винде. Винда переустанавливалась миллионы раз, миллионами людей. Все, кто сейчас со мной общаются, мне пишут сотни людей, и у всех одна и та же картина. Десятки смененных комплектующих, десятки смененных Windows, десятки настроек, разные мониторы. И у всех одна и та же проблема. На хорошем мониторе картинка просто очень рваная. Когда ты приносишь свой компьютер на другую квартиру, картинка просто идеальна. Так что любого идиота, скидывающего на интернет, на настройки винды и настройки железа, можно смело записывать в агента Intel и AMD, чтобы мы просто сейчас пошли, задумались: блин, а вот мне реально уже 5-й процессор i7 бракованный попался, пойду еще один куплю. Если вы так думаете, дебилы,
то я желаю вам столкнуться с этой проблемой, потратить сотни тысяч рублей на апгрейд своего железа и все-таки не добиться никаких результатов. В комментариях к этому ролику закрепленных я оставлю несколько видео с этой проблемой, где люди более подробно еще об этом разъясняют, именно как это внутри игры чувствуется. И оставлю вам какие-то комментарии, что ли, людей с этим столкнувшимся. В общем, можете почитать. Это все очень интересно. Я считаю то, что комьюнити input lag это как раз-таки самое умное из всех комьюнити. Да, оно очень токсично, оно очень иногда бывает эксцентрично, но поймите, когда вы сталкиваетесь с проблемой, о которой никто не знает и вам никто не верит, вы можете как бы немножко тронуться рассудком. Я считаю, что это комьюнити самое умное. Почему? Потому что люди, которые в конце концов пришли к электричеству, это люди, которые перепробовали абсолютно все, поверьте мне. Абсолютно все твики винды, они знают их лучше вас. Абсолютно все виды оптимизации подбора железа людям собирают ПК на заказ в крупных компаниях. Нет, люди это перепробовали все, и они знают лучше, что и от чего у них работает не так. Мы знаем, что проблема это в электросети. Все, спасибо вам за внимание. Пожалуйста, будьте умными, делитесь этим видео с своими друзьями, объясните им эту ситуацию, если у кого-то есть эта проблема. По сути, глобальные корпорации и ритейлеры в России просто методом недоговаривания нам многих фактов наживаются на нас многие коды и обманывают своего конечного потребителя. Спасибо вам.